В загрузочном экране кошмара зажимаем кнопку Quick Save. Сразу делаем Save Glitch и Somewhere, начинаем the кувыркаться. baby was crying. Собственно, почему кувырки? Дело в том, что в кошмарах действует свое встроенное замедление. Вот вы видите множитель замедления 0,7. И замедление от кувырков 0,5 никак на это не влияет. Таким образом, получается, что именно в кошмарах кувырки – это самый быстрый способ передвижения. Собственно, есть два способа кувыркаться. Это один на кнопку прыжка и другой на кнопку Shoot Dodge. Вот вы можете посмотреть это на моих инпутах. Вот сейчас я нажимаю Shoot Dodge. И я могу просто зажать эту кнопку, и Макс у меня будет автоматически кувыркаться. Однако это будет чуть-чуть медленнее, чем если я буду прожимать в тайминг, потому что при зажатой кнопке Shoot Dodge скипается некоторая анимация скольжения, когда вот он завершает свой кувырок. Если я кнопку Shoot Dodge зажимаю, то он сразу по окончанию кувырка делает новый кувырок. Быстрее всего нажимать именно в тайминг, когда он немножко проскальзывает. Я не рекомендую пользоваться кнопкой прыжка, потому что вы можете как-то поторопиться, и у вас либо не пройдет input, вот сейчас я зажимаю кнопку прыжка, он у меня не кувыркается, либо вы можете как-то, тоже поторопиться, и Макс вместо кувырка сделает прыжок, такое тоже бывает. Поэтому рекомендую вам использовать кнопку Shoot Dodge и кувыркаться в определенный тайминг, то есть смотреть на вот эту вот анимацию небольшое проскальзывание. Собственно, Somewhere, мы the кувыркаемся вот baby was сюда. crying. Сейчас обратите внимание, сейчас будет фейдаут экрана после, по окончании вот этой касцены стартовой, которую мы засейвгличили. Во время этого фейдаута экрана вам нужно будет отпустить оба инпута кувырка и направление вправо, потому что иначе игра перехватит у вас инпуты, и Макс просто начнет стоять на месте. Вот я отпустил, и он у меня продолжает кувыркаться без проблем. Собственно, лабиринт, который нам нужно пройти, довольно простой. Нам нужно везде поворачивать налево. Но из-за того, что я поворачиваюсь на 90 градусов, чтобы кувыркаться вправо, будет казаться, что я везде поворачиваю вправо. Собственно, мы довольно быстро приходим к выходу. Вот здесь, собственно, вот выход из этого лабиринта. Давайте я покажу триггеры. Вот этот триггер, который, по сути, находится в проходе, но его видно только вот с этой стороны. Этот небольшой голубой триггер нежелательно задевать, потому что он активирует касцену. Смотрите, если я просто зайду, у меня будет фейдаут экрана и начнется касцена. То есть последний кувырок, его нужно делать довольно аккуратно. Можете немного прижаться к стене для того, чтобы сбросить скорость, чтобы не перелететь и не угодить в триггер. Обычно этот триггер просто The перепрыгивает вот pictures are так. filled with good old times. Желательно приземлиться на перила. А если же все-таки получилось так, что, давайте я покажу, что вы все-таки задели триггер, смотрите, вот здесь довольно долгий фейдаут, и вы можете просто засейвгличить. То есть, скорее всего, это будет быстрее, чем если вы будете грузить сейв. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Дальше, вот если мы прыгнули на перила, удачно, то есть не задели триггер, мы прыгаем еще раз вот сюда и прыгаем фронтальным прыжком вот на эти перила. Давайте я триггеры уберу. Дальше мы соскальзываем на диагональном стрейфе вот сюда, вот в эту дверь. Немножко хреново соскользнул. И вот здесь делаем один кувырок. И дальше я предпочитаю здесь именно зажимать кнопку кувырка, несмотря на то, что я ранее сказал, что это медленно, потому что он проходит меньшую дистанцию. Именно эта дистанция с зажатой кнопкой кувырка необходима нам для того, чтобы оказаться вот здесь на углу. Если вы будете прожимать кувырок здесь в тайминг, то вы, скорее всего, либо не долетите, окажетесь где-то на середине, либо перелетите и просто упадете. То есть именно с зажатой кнопкой Shoot Dodge здесь наиболее легко получить правильную позицию. Собственно, вот так выглядят знаменитые кровавые следы с включенной опцией родительского контроля, а также с отключенным туманом в настройках лаунчера. Весь вот этот вот лабиринт скипается довольно просто. Это можно сделать на прыжке,
это совсем легко, но чуть медленнее, быстрее будет, если мы опять же сделаем кувырок. Но будьте осторожны, если вы поторопитесь, если вы начинающий раннер, то, скорее всего, вы тоже здесь упадете. Лучше вот это место практиковать, для того, чтобы не перелетать, не падать. Вот это расстояние тоже, в принципе, преодолевается одним кувырком, но, возможно, даже, да, вам стоит здесь, ам, ну, как бы, есть небольшой air-контроль в кувырке, то есть, прожимая инпуты влево или вправо, вы можете немножко контролировать дистанцию, которую он пролетает. Собственно, вот еще один кувырок, и мы закончили этот лабиринт. Дальше продолжаем нажимать кнопку Shoot Dodge в тайминг для того, чтобы проходить дистанцию побольше. По окончании этого коридора у нас будет кат-сцена. Давайте я вот засейвлюсь. И входя в эту комнату, мы делаем сейв. Я дотронулся до этой двери и сразу же отошел от нее. Буквально там один шаг назад, может быть полшага. Начался фейдаут экрана, и в этом фейдауте экрана, сейчас экран будет черным, я буду кувыркаться влево, то есть в ту сторону, откуда я пришел. Очень важно, чтобы вы сделали после того, когда тронулись до двери, вот этот небольшой шаг назад, потому что иначе вы упретесь просто в дверной косяк, и Макс, ну, просто застрянете на месте. Здесь я зажимаю кнопку Shoot Dodge, потому что я не вижу, как Макс двигается. Когда Мишель говорит «сори», мы кувыркаемся либо подходим к колыбельке ребенка. Здесь я поздно сделал, давайте я попробую еще раз. Michelle's diary lay on the table. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm Давайте я даже сделаю hard save. sorry. Вот она сказала I'm sorry. Здесь довольно сложно подгадать хороший тайминг. No, please, God, no. You killed! Самая длинная катсцена вот эта, которая показывает, как Фрэнки стоит сбитый напротив Макса. Крайне желательно, чтобы скипнулась именно она, то есть ускорилась. Для этого нужно, еще раз говорю, подобрать правильный тайминг, но это довольно тяжеловато сделать. То есть ориентируемся по слову sorry. No, please, God, no. You killed her! That happens in a Вот, real сейчас получилось. Вот это хороший был скип.